Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в пятом эпизоде серии «Курс молодого творца» речь пойдет об утилитах гитарного сигнала. Поехали! Гитарное звучание наших любимых треков есть грамотно обслуженный и записанный сигнал. И после того, как мы разобрали по полочкам инструменты и оборудование, при помощи которых сигнал формируется, настало время обсудить, что и каким образом может помочь нам его обслужить для получения максимально высокого качества как в студии, так и на сцене. Начнем с коммутации. Данная тема обросла большим количеством мифов и непонимания в сети. Я же постараюсь просто и понятно объяснить ключевые различия между бюджетными кабелями и дорогими и в каком контексте они, эти различия, будут иметь критическое значение. Пойдем от простого к сложному. Если гитара и усилитель бюджетного сегмента и куплены для игры дома, использовать дорогой кабель смысла нет. Нам просто необходимо доставить сигнал от гитары к усилителю. Здесь ключевым критерием станет практическая сторона вопроса. Кабель должен быть прочным, а джеки качественно припаяны. С другой стороны, если речь идет о записи на студии или выступлении на больших концертных площадках с топовыми гитарами и усилителями, кроме упомянутых выше моментов появляются два дополнительных, которые необходимо учитывать. Первое – это длина кабеля и состав сердечника. Вам наверняка уже приходилось слышать сказочные истории про волшебные кабели из чистейшей бескислородной меди, которые способны любое бревно заставить звучать как инструмент уровня Custom Shop. Сразу оговоримся, что так как кабель – это проводник, принципиально улучшить он ничего не может. Известно, что идеальных проводников не бывает, поэтому вопрос лишь в том, насколько значимую деградацию сигналу сообщает та или иная коммутация. Базово важно понимать, что короткий кабель с качественным сердечником сообщит сигналу минимум деградации, а длинный провод с сердечником низкого качества – максимум. Выражаться эта деградация будет в потере высоких и сверхвысоких частот спектра. В некотором смысле это то же самое, что выкрутить на минимум ручку тона на гитаре. Но это не всегда плохо. Например, если гитара сама по себе звучит слишком ярко, это можно снивелировать при помощи витого кабеля, обладающего большей емкостью по сравнению с прямым. Возникает резонный вопрос: как быть, если хочется хорошего звука, но бюджет на коммутацию невелик? Отвечаю, гитарный сигнал наиболее уязвим на участке от гитары до первого усиления, будь то педаль, процессор или комбик. Кабель, соединяющий эти элементы, самый важный в цепи, поэтому желательно, чтобы он был максимально высокого качества и длиной не более 5 метров. И второй момент – экранировка. Как правило, на студиях или на больших сценах одновременно работает огромное количество разного оборудования. Это может быть свет, вентиляция и так далее. И если кабель, по которому идет гитарный сигнал, будет соприкасаться с другими, в нем могут возникать наводки и шумы. И чтобы их избежать, при изготовлении кабели экранируют. Это усложняет процесс производства и, соответственно, повышает конечную стоимость продукта. Более подробно обсудим кабели в одном из будущих роликов, а сейчас двигаемся дальше. А что делать, если цепь состоит из нескольких длинных кабелей и большого педалборда? Получается, значительная деградация сигнала неизбежна? Да, если не использовать буфер. Это маленькая электросхема, которая усиливает уязвимую часть сигнала, сохраняя исходное звучание инструмента. Буферы бывают дискретные и встроенные в различные эффекты. Об этом нам сообщают надписи True Bypass и Buffered Bypass в описании каждой конкретной педали. А в некоторых девайсах интегрированная схема выведена на собственный выключатель. Это очень удобно на случай, если в вашем педалборде встречается несколько педалей с буфером. Вы можете сами выбирать, где вам нужна компенсация, а где ее лучше отключить. Важно помнить, что
использование в цепи нескольких буферов без необходимости может привести к чрезмерному выпиранию верха и, как следствие, неудовлетворительному звучанию. Для наглядности рассмотрим два примера. В первом сцена будет маленькая. От гитары 3-метровый кабель пойдет до небольшого педалборда из 5 эффектов и оттуда 5-метровый провод до усилителя. В таком контексте достаточно будет поставить один буфер сразу после кабеля от гитары. Его мощности должно хватить на весь оставшийся участок цепи. Например, он может быть встроен в тюнер. Однако важно помнить, что чувствительные к динамике гитарного сигнала эффекты с буферами не дружат, поэтому их необходимо расположить в цепи перед буфером ближе к гитаре. Это могут быть винтажные фузы, компрессоры, октаверы или автоклаки. Во втором примере сцена будет большой. От гитары 5-метровый кабель пойдет в педалборд с компрессией, разными перегрузами и эквализацией. Далее 10 метров провода до входа усилителя, еще 10 метров из посыла петли эффектов обратно в борт с модуляцией и пространственно-временной обработкой. И последние 10 метров на возврат петли усилителя. Как вы уже догадались, здесь одним буфером дело не обойдется, и для интереса предлагаю поставить видео на паузу и попробовать самому расставить несколько девайсов в ключевые точки. Попробовали? Отлично! А теперь проверим правильность ответа. Всего нам потребуется 3 буфера. Первый поставим в начале педалборда, сразу после компрессора. Второй на выходе из первой части борда с перегрузами, так как коммутация большого количества педалей по емкости сопоставима длинному кабелю. И третий на выходе из второй части борда с модуляцией и пространственно-временной обработкой. Таким образом, в начале каждого емкого участка гитарной цепи будет установлен буфер, который поможет сигналу преодолеть свой путь без значительных потерь. Далее обсудим один из самых недооцененных девайсов, а именно эквалайзер. Этот эффект просто необходим для получения сбалансированного звучания при частых заменах гитар или усилителей в цепи. Например, если вы часто выступаете на различных площадках, усилители постоянно будут меняться, и без эквалайзеров каждый из них гитара будет звучать по-разному. И наоборот, если усилитель один, а гитары меняются, эффект позволит избежать постоянных подкручиваний настроек преампа. Это очень удобно для живых выступлений, так как экономит кучу времени. Более интересные возможности предлагают стереоэквалайзеры с независимой обработкой 2 каналов. Их можно использовать при одновременном посыле гитарного сигнала на 2 разных усилителя или для техник записи Wet-Dry и Wet-Dry-Wet, применяя разные АЧХ к чистому и обработанному сигналу. На самом деле способов использования эквалайзеров так много, что мы обязательно посвятим этому отдельный ролик в будущем. А теперь поговорим о техниках записи Wet-Dry и Wet-Dry-Wet. Суть в том, чтобы при записи либо на сцене использовать 2 или 3 сигнала одновременно для создания гораздо более объемного звучания. В первом случае один сигнал будет сухим, то есть без модуляции и пространственно-временных эффектов, а второй 100% мокрым или обработанным. А во втором случае 2 wet сигнала будут жестко разведены по краям панорамы, а dry сигнал расположится в центре. Более подробно и с примерами звучания обсудим эти техники в одном из будущих роликов. А сейчас обозначим, что сегодня, в отличие от славных дней их появления, можно получить подобный эффект с использованием гораздо меньшего количества оборудования, благодаря D-боксам и FIR кабинетам. DI-бокс или Direct Input Box – это устройство для преобразования небалансных сигналов с высоким внутренним сопротивлением, например, как у гитары, в балансные с низким внутренним сопротивлением. Понижение последнего позволяет сигналу проходить по более длинному кабелю без значительной деградации. Также балансные сигналы
более устойчивы к помехам и наводкам по причине их подавления при сведении прямого и инверсного сигналов на входе приемного устройства. Примером звучания может быть подключение акустической гитары с пьезодатчиком через D-Box напрямую в пульт. Если же подключить без D-Box, качество звучания будет неудовлетворительным. Или другой пример с продукцией компании Walrus Audio. С помощью специально разработанного D-Box Canvas Stereo сигнал с эмулирующий усилитель педали ACS1 можно отправить напрямую в микшерный пульт по длиннющему кабелю, и все прозвучит здорово. А благодаря наличию параллельных выходов можно отправить два исходных сигнала на фыр-фыр кабинеты для мониторинга на сцене. FR означает Full Range Flat Response или ровный отклик по всему спектру. Такие кабы специально разработаны для использования не только в вышеупомянутой конфигурации, но и со всеми видами модулирующих процессоров. Также они, в отличие от обычных кабинетов, не имеют характерной тембральной окраски и рассчитаны на работу именно с линейным сигналом. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока! Да, как студия, так и на все. Технический дубль. Наиболее возникает вопрос. На студиях и на больших сценах одновременно работает огромное количество разного оборудования. Это может быть свет, вентиляция и электрички. Очень смешно. Если цепь состоит из нескольких длинных кабелей и большого кабелей. Из кабелей у него цепь состоит. Бум! Просто. Бум! Зачитал его, езжу. Самый лучший день. Заходил вчера. А в некоторых девайсах интегрировано. Ну молодец, ты молодец, ты это все сделал и сказал. Для наглядности его мощности должно хватить на оставшийся участок. Идеально, просто идеально. Посвятим отдельный ролик в будущем, какие молодцы. Сигнал с эмулирующей педали усилитель. Симулирующий усилитель педали. До новых встреч в кривом эфире. Пока. 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 Баба. Баба. Баба.